Всем здорово, с вами Рикки. Сегодня я вас обучу основам CSGO эдитинга и поделюсь своими удобными конфигами. Вся информация в туториале систематизирована, разложена по полочкам. Воды в нем нет, говорю только важные вещи. Так что если вы будете меня невнимательно слушать или даже пропускать какие-то моменты, то ко мне за помощью можете даже не обращаться. Я не собираюсь помогать лентяям. Если хотите узнать, что именно будет происходить в ролике, то просмотрите тайм-коды в описании. Все, давайте уже начинать. Перед тем, как всему учиться, нам нужно скачать крутые моменты. Их вы можете найти на MN Demos, Typical Apple, а также на моем канале. Прошу заметить, что не важно, как и где была записана демка. Игнорируйте недальновидных людей, которые говорят, что использовать демки, записанные с читами или против ботов, плохо. Обращать внимание нужно исключительно на красоту момента. Чем красивее, тем лучше. Давайте для теста перейдем на MN Demos. Откроем последнее видео и скачаем вот эту демку с револьвером на Мираже. Ее нужно будет закинуть в папку с CSGO. Чтобы найти эту папку, надо зайти в Steam, кликнуть правой кнопкой мыши по CSGO, свойства, локальные файлы, и здесь будет кнопка «Просмотреть». Жмем на нее, и нас перекинет в папку с игрой. Переходим в папку CSGO, создаем здесь папку Replace, желательно капсом, и закидываем туда нашу демку. Я вам настоятельно рекомендую закрепить папку CSGO на панели быстрого доступа, ибо мы будем заходить в нее еще не раз. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по папке и жмем «Закрепить на панели быстрого доступа». Теперь можно перейти к основному туториалу. Для начала создадим папку, в которую будем складывать все, что относится к CSGO эдитингу. Так ее и назовем – эдитинг. Очень важно, создавать папку нужно на внешнем слое диска. Если же вам сильно хочется засунуть ее в какую-то другую папку, то убедитесь, что путь к ней содержит исключительно английские буквы. Никаких русских букв или спецсимволов по типу восклицательного знака присутствовать не должно. Иначе вы можете столкнуться с непредвиденными ошибками. Для удобства советую закрепить нашу эдитинг папку на панели быстрого доступа. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по папке и кликните на «Закрепить на панели быстрого доступа». Отлично, наша папка теперь закреплена слева. Далее нам потребуется скачать программу под названием Хлое. Она позволит нам записывать повки и сайны. Повки от английского POV. Это вид от первого лица, а сайны — это пролетки, можно сказать, вид от третьего лица. Переходим по ссылке в описании и ищем здесь строчку Download Хлое. Копируем и вставляем уже новую ссылку в адресную строку. Нас перекинет на официальный сайт, где находятся все самые последние версии Хлое. Из всего этого списка качаем именно zip-версию. Сразу скажу, что антивирус нужно обязательно отключить, ибо он будет препятствовать стабильной работе данной программы. После этого в нашей эдитинг папке создаем папку с названием Хлое, и в нее перекидываем содержимое архива, который мы только что скачали. Пробуем запустить программу. Все отлично, закрываем ее. Для удобства я вам порекомендую создать ярлык программы. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по hloe.exe и создать ярлык. Готово. Этот ярлык можете переместить куда угодно. Но лично я люблю закреплять программы на начальном экране. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по exe файлу и закрепить на начальном экране. После этого в меню пуск появится иконка программы. Чтобы уменьшить ее размер, кликните по ней правой кнопкой мыши, изменить размер, маленький. Теперь мы можем открывать эту программу в 2 клика, не засоряя рабочий стол или таскбар. Продолжаем готовиться. Нам также потребуется программа под названием FFmpeg. Она позволит нам записывать игру в видео. Для новеньких объясняю. Изначально в Хлое доступна лишь запись скриншотами, но с помощью FFmpeg мы сможем записывать игру сразу в видео. Заходим на сайт, наводимся на иконку Windows, выбираем Builds from Gian и жмем Full. После скачивания открываем архив и его содержимое перетаскиваем в папку Хлое FFmpeg. Готово, мы установили FFmpeg для Хлое. И конечно же качаем мои конфиги, куда уж без них. Конфиги — это файлы, хранящие в себе настройки игры.
На их разработку у меня ушло много времени. Надеюсь, они вам понравятся. В editing папке создаем папку configs и закидываем туда скачанные конфиги. Не бойтесь их количества. Больше половины из них это просто тексты с информацией, которые будут выводиться в консоль. То, что мы скачали конфиги, это классно, но нам надо их скопировать в папку с CSGO. К счастью, мы закрепили эту папку. Переходим в нее, открываем KFG и вставляем наши файлы. Как можете заметить, из-за того, что я добавил нижнюю палочку в начале каждого конфига, они отсортировались и находятся в самом верху. Если же этого не произошло, то нажмите правой кнопкой мыши по пустому месту и выберите сортировку по имени. Ну и разумеется, посторонние конфиги для эдитинга следует удалить, чтобы вы, не дай бог, по привычке их не активировали. Первый конфиг, который вам нужно будет отредактировать, это reset KFG. С помощью него вы сможете восстановить свои прежние настройки игры, а именно восстановить бинды, мышку, звук, интернет, прицел, HUD и ViewModel. Это очень полезно, если вы любите, например, играть в ММчик или записывать фейк-демки. Сначала вам нужно будет вставить сюда свои бинды. Бинд — это привязка определенного действия к клавише. Чтобы их найти, перейдите в папку Steam, User Data, ваш ID, просто на рандом кликните и по биндам уже поймете, если попали не туда. 730 local kfg и откройте config.kfg. В этом файле прописана вся ваша текущая конфигурация игры. Нам нужны лишь бинды. Выделяем их все, начиная с unbind all. Копируем и вставляем вместо моих биндов. Остальные параметры, я надеюсь, вы сможете настроить сами. Если же вы понятия не имеете, что они значат, то просто ничего не трогайте. Лишь скажу вам, что весь текст, который находится после двойного слэша, игнорируется консолью, так что не забудьте его стереть у команд, которые собираетесь использовать. Замечательно, обязательно сохраняем наш конфиг. Фух, наконец-то мы можем зайти в Хлое, в ту самую программу, которую мы недавно скачали. Сразу же расскажу, как ее обновлять. Это очень важно, чтобы вы всегда использовали последнюю версию Хлое, потому что после каждого обновления в CSGO, Хлое, как правило, ломается и не работает. Чтобы проверить актуальность версии, жмем на Help, Check for Updates и Check Now. Если вылезет оранжевое окошко, то кликаем по тексту и качаем самую последнюю версию Хлое. Zip-версию, конечно же. Здесь еще одна очень важная вещь. Мы не удаляем старый Хлое и распаковываем новый, а вставляем содержимое архива в уже установленный Хлое. Перед этим, разумеется, программу нужно закрыть. Почему нужно именно заменять файлы, а не удалять папку и закидывать программу в новую? Потому что иначе вам придется заново устанавливать FFmpeg. Снова открываем Хлое и убеждаемся, что теперь у нас точно стоит последняя версия. Высветилась зеленая полоска, значит все отлично. Следующий шаг. Жмем файл и Launch CSGO. В этом окне нам придется немного настроить Хлое. Делаем все по порядку. Для начала указываем путь к файлу CSGO.exe. Он находится в папке с игрой. Далее идет MovieMaking Config. Здесь указываем путь к папке Configs, которая находится в нашей папке для эдитинга. В ней, после запуска игры, Хлое создаст свою папку с конфигами и перестанет трогать основные настройки игры. То есть можно будет спокойно изменять настройки графики, создавать любые бинды и не бояться того, что все новые настройки придется сбрасывать, когда вы захотите поиграть в тот же ММчик. Следующая функция отвечает за разрешение. И здесь не все так просто. Чтобы избежать проблем с FFmpeg, стороны разрешения, которые вы выставите, обязательно должны делиться на 2 без остатка. К примеру, 1920 на 816 это хорошее разрешение, а вот 1920 на 815 это уже ужасное разрешение, потому что 815 не делится на 2, а значит у вас будут большие проблемы. Поэтому ставим 1920 на 816. Это самое нормальное широкое разрешение. Не советую вам ставить еще шире, ибо это будет выглядеть не очень. Еще одна важная штука. Вы не можете выставить разрешение выше того, которое у вас сейчас стоит. На самом деле можете, но поверьте, вы все равно это не будете использовать. Поэтому я вам даже не стану показывать данный способ.
И, наконец, вкладка с параметрами запуска. Первое, что вам сюда нужно будет вписать, это Insecure, чтобы CSGO запускалась в безопасном режиме. В этом режиме вы не сможете получить вакбан, но и не сможете играть на серверах, защищенных ваком. По дефолту эта функция автоматически включена, но на всякий случай ее лучше прописать еще раз. Далее минус консоль. Включит нам консоль. Минус language English будет запускать CSGO на английском языке. Это обязательно. И самая важная команда. Плюс exec, нижняя палочка, core. Данная команда при запуске игры будет автоматически активировать мой core config, который подключает все остальные конфиги. Core переводится как ядро. Думаю, теперь понятнее. Если нет, то не бойтесь, еще разберемся. Спустя огромное количество времени мы наконец-то можем запустить игру. Но сразу прошу заметить, у вас обязательно должен быть открыт Steam. И запускать игру надо строго через Chloe. Думаю, это очевидно. Что ж, жмем Launch. Если у вас вылезла какая-то ошибка, то еще раз убедитесь. Первое, что у вас запущен Steam. Второе, что вы указали верный путь к игре. Третье, что версия вашей программы самая последняя. Может быть так, что после обновления CSGO Chloe не успели обновить. В этом случае вам придется просто ждать. Обычно его обновляют в тот же день. Четвертое. Убедитесь, что в вашей папке с Chloe присутствует файл AFX Hook Source DLL. Если его там нет, значит ваш поганый антивирус его удалил. Так что удаляем антивирус и качаем Chloe заново. Если же вы все это сделали, но проблема осталась, то прошу жаловать на Chloe Support Discord сервер. Здесь добрые люди помогут выявить вам вашу проблему. Но учтите, что на сервере можно общаться только на английском языке. Если вы им не владеете, то вам придется пользоваться переводчиком. Если вас интересует только мое мнение, то можете писать мне в Discord. Если буду свободен, то обязательно вам помогу. После запуска CSGO вам придется сразу же убавить звук. Это можно сделать в меню игры, а также выставить значение графики на максималку. Мы же собираемся делать эдиты, поэтому нам нужна самая качественная картинка. Если вы не разбираетесь в настройках графики, то просто скопируйте мои. И обязательно поставьте Windowed, чтобы появилась полоска сверху. С помощью нее можно будет сворачивать игру. Разумеется, если вы обладатель ужасно слабого ПК, максимальные настройки графики вам ставить не обязательно. Но также попрошу вас учесть, что низкое количество FPS никак не влияет на качество записи. Жмем «Применить». Как видите, разрешение сбросилось, поэтому нам нужно будет перезапустить игру. Но перед этим я вам покажу, как вернуть панельку окна, если она так и не появилась. Заходим в нашу editing папку, Configs, и видим новую папку KFG. Здесь хранятся настройки игры, которые используются при запуске через Chloe. Заходим в видео, меняем значение No Window Border с единицы на 0 и сохраняем. Так наша панелька снова появится. Давайте запустим игру и убедимся в этом. Действительно, панелька появилась. Теперь мы имеем возможность нормально сворачивать игру. Давайте откроем консоль, нажав на тильду. В ней должен появиться рисунок с котом. Если он не появился, то убедитесь, что в параметрах запуска присутствует команда плюс exec, нижняя палочка, core. Если она там есть, то у вас скорее всего забагалась игра. Не беда, просто придется прописать exec, нижняя палочка, core вручную. Для чайников exec это сокращение от слова execute, которое переводится как активировать. То есть этой командой мы активируем core config. Активация данного конфига очень важна, без него ничего не будет работать. После данной манипуляции должна высветиться красивая менюшка с котом. Если она не высветилась, значит вы закинули конфиги не в ту папку. Напоминаю, конфиги надо было закидывать в CSGO KFG. У кого все сработало, прописываем reset, чтобы активировать reset config, который мы недавно настраивали. Бамц, приятный звук воды и сердечки от норички. Пора зайти на демку. Жмем Shift плюс F2 и открывается демо-меню. Мы хотим загрузить демку, поэтому жмем Load. Открылась папка CSGO, и в глаза нам сразу бросается папка Replace. Именно поэтому я вам советовал писать ее название капсом.
Вот и наша демочка. Но перед тем, как вы зайдете на нее, хочу вас уберечь от одного бага. Если мы оставим окошко с выбором демо открытым и закроем его нажатием клавиш Shift плюс F2, то наша консоль перестанет работать. Так что перед закрытием демо-меню убедитесь, что данное окошко закрыто с помощью крестика. Тогда консоль у вас будет спокойно открываться. После захода на демку сразу пишем консоль FE, чтобы активировать волшебный конфиг. FE это сокращение словосочетания Funny Editing. Демка остановилась, и перед нами появилось длинное меню. Для вас я сразу же включу консоль разработчика, прописав dev1. Так вам будет немного удобнее ориентироваться в пространстве. Давайте все по порядку. Для начала нам нужно промотать демку к нужному моменту, к нужному тику. Но сначала мини-теория. Длина демки измеряется в тиках. В нижнем правом углу можно увидеть, сколько тиков в секунду на ней проигрывается. Чем больше тиков в секунду, тем плавнее демка. Повлиять на это число вы не можете, так что особо не запаривайтесь. Так вот, если демка длинная, то в ее названии обычно указывают номер тика, с которого начинается момент. В моем случае тик равен 216 700. Чтобы перейти к этому тику, в консоль нужно прописать демо, нижняя палочка, go to и номер тика. Готово! Чтобы замьютить шумных людей, пропишите voice scale 0. Осталось только узнать ник игрока. Его тоже обычно указывают в названии демки. У меня это CRTS. Чтобы переключаться между игроками, нужно для начала закрыть демо-меню с помощью сочетания клавиш Shift плюс F2 и уже потом покликать левую или правую кнопку мыши, а также пробел. Вот и наш игрок. Если у вас вид от третьего лица, то понажимайте пробел, чтобы вернуться к виду от первого лица. Фух, самая скучная работа выполнена. Давайте научимся воспроизводить демку. Для этого я создал 4 бинда. У каждого из них своя скорость воспроизведения. Чтобы проигрывать демку очень медленно, удерживайте английскую букву V. Чтобы чуть быстрее, английскую B. На нормальной скорости английскую N. И чтобы очень быстро, английскую M. Обратите внимание, что все эти бинды завязаны на команде host frame rate, которая замедляет либо ускоряет игру в зависимости от вашего максимального FPS. Поэтому, если ваша CSGO не выдает больше 100 FPS, то замедление и ускорение будут происходить заметно медленнее. Объясню более понятно. Скорость воспроизведения демки равна отношению вашего максимального FPS на host frame rate. Чтобы увидеть свой реальный FPS, удерживайте клавишу N, которая проигрывает демку на нормальной скорости. И внизу справа вы увидите свой FPS. Если число падает ниже 60, то я вам советую отредактировать конфиг. Открываем Editing FG, находим в самом верху команду FPS Max и у нее меняем значение на 60. Далее ищем категорию Time. И здесь уменьшаем число у каждого host frame rate в 2 раза, кроме host frame rate 10 лямов, потому что он отвечает за паузу. Вот у нас число 1200. Делим на 2, получаем 600. 300 делим на 2, получаем 150. 0 пропускаем. И 40 делим на 2, получаем 20. Сохраняем изменения. Сразу скажу, если вам не нравится зажимать клавиши для перемотки демки, то можете активировать Toggle бинды. Вам всего лишь нужно убрать двойные слэши у команд, которые находятся под строчкой Toggle Bins. Но только не забудьте у них тоже фреймрейты поделить на 2, если ваш компик не выдает 100 FPS. С такими биндами вам достаточно один раз нажать кнопку, и демка будет проигрываться на определенной скорости. Чтобы ее остановить, вам придется нажать английскую клавишу E. Обязательно сохраняем файл, после чего заходим в игру и снова активируем Editing Config, прописав FE. Тестируем кнопки перемотки, а именно V, B, N и M, а также и E, если вы включали Toggle бинды. Если вы не облажались, то все должно прекрасно работать. Перематывать вперед, конечно, классно, а назад-то как вернуться? Есть два основных способа. Если вам нужно вернуться на конкретный тик, то используем команду demo go to, которая перекидывает на определенный тик.
А если вам нужно приблизительно отмотать назад, то используем кнопку Q. Она отматывает время на 2 секунды назад. Если вам нужно отмотать еще дальше, то просто спамьте эту кнопку. Смотрите, не перестарайтесь. Также существует более элегантный метод. Просто пишите B и количество секунд, на которое хотите отмотать. Максимум можно до 20. Например, B5. Расшифровка back 5. Отматывает на 5 секунд назад. Кстати, чтобы вернуть меню конфига, не сбрасывая его настройки, нужно прописывать не FE, а FEI, то есть Funny Editing Information. Либо можете просто закрыть консоль, нажать на колесико мыши и снова ее открыть, и в ней уже будет та самая желанная информация. Перейдем к следующему этапу, а именно к записи момента. Для начала давайте укажем папку, в которую будут сохраняться наши видео. Для этого открываем Core.kfg и ищем строчку Mir Streams Record Name. Здесь нужно будет указать ту самую папку. Заходим в нашу Editing папку, уже в ней создаем папку с названием Screens и копируем к ней путь. Этот путь вставляем между кавычками и не забываем сохранить конфиг. Прошу заметить, если у вас есть SSD-диск, то лучше создать папку в нем и в конфиге указать путь к этой папке. Так запись видео будет в разы быстрее. Думаю, ни для кого не секрет, что SSD-диск работает в разы быстрее, чем жесткий диск. Если вы полный чайник и не уверены, есть ли у вас такой диск или нет, то зайдите в дефрагментацию дисков. Здесь будет указан их тип. SSD называется твердотельный накопитель, а обычный HDD называется жесткий диск. У меня SSD-диск, и путь я указал к папке, которую создал на этом диске. Еще раз убеждаемся, что конфиг сохранен, заходим в игру и снова активируем Editing Config, прописав FE. Давайте приступать. Для начала нам нужно будет выбрать слои для записи. Их существует очень много. Пока что я покажу самые основные. Чтобы увидеть их список, нужно прописать Streams. Пойдем сразу по порядку. 0 HUD — это HUD на зеленом фоне. Но вдруг я вру, поэтому заучивайте полезную команду для предпросмотра слоя. Mir Streams, Preview и название слоя. В нашем случае 0 HUD. Как видите, я вас не обманывал. Это HUD на зеленом фоне. Давайте отключим предпросмотр. Для этого пропишем Mir Streams Preview End. Продолжаем. 1 Normal — это основной слой игры, то есть то, что вы сейчас видите на экране. 1 Abnormal — это такой же Normal слой, но без худа, флешек и смоков. 2 View Model — это View Model на зеленом фоне. 3 Particles — это частицы на зеленом фоне. 4 Players — игроки на зеленом фоне. 5 World — это слой с пустой картой, то есть без игроков, View Model и частиц. И 6 Depth — это Depth карта Normal слоя. Если умными словами, то это глубина 3D-сцены. А если простыми, то штука, чтобы делать офигенный блюрчик и туманчик. Для теста зарекаем сразу все эти слои. Для этого нужно прописать каждый слой по отдельности, либо сразу все вместе, разделяя их точкой с запятой. Готово. Если вы выбрали не тот слой, то пропишите его еще раз, и он отключится, либо активируйте конфиг FE, он сбросит все выбранные слои. Но мне это не нужно, поэтому я подключаю их обратно. Теперь выбираем бинт для начала записи. Все зависит от того, в каком FPS вы хотите записать видео. Если кто-то не знает, что такое FPS, то это frames per second, количество кадров в секунду. Чем их больше, тем картинка плавнее. Чем меньше, тем она дерганнее. Эдиты обычно делают в 24 или 25 FPS. Так картинка ощущается кинематографичнее. А вот, например, фраг-шоу обычно делают в 60 FPS, чтобы убийство было четче видно. Такс, раз обычно записывают не более чем 60 FPS, то какого черта здесь такие страшные числа? 300, 600, 1000. Все просто. Высокий FPS нам нужен для плавного замедления. Когда мы замедляем видео, другими словами уменьшаем его скорость, наш FPS тоже уменьшается, из-за чего картинка становится рваной. Чтобы скомпенсировать эту неприятность, приходится записывать в очень высоком FPS. Из всего этого делаем очевидный вывод. Чем сильнее вы хотите замедлять, тем больше FPS вам нужно.
Пока что мы не собираемся ничего замедлять, поэтому 120 FPS нам будет достаточно. Чтобы начать запись 120 FPS, нужно нажать на F5. После этого начнется медленный процесс записи. Пока он длится, можете свернуть игру и позаниматься своими делами. Когда момент полностью проиграется, просто нажмите F1, и запись закончится. Если у вас спамились какие-то ошибки в консоль, то, скорее всего, вы забыли установить FFmpeg. Папка FFmpeg, которая находится в папке с Chloe, не должна пустовать. Если у вас в ней лежит лишь текстовый файл, то вернитесь к моменту, где я устанавливал FFmpeg, и установите его с моей помощью. Если ошибок никаких не было, то в папке Screens должна была образоваться папка Take. Если папка не образовалась, значит вы указали неверный путь в core конфиге. Папки Take должны находиться mp4 файлы. Если их нет, значит вы не выбрали слои для записи. Я показывал, как это сделать перед объяснением биндов для записи. Открываем видео и убеждаемся, что все работает. При просмотре она может глючить, и это нормально. Значит, ваш компьютер не может осилить предпросмотр ролика с огромной частотой кадров в реальном времени. В программах для монтажа у вас будет все нормально. Чтобы убедиться в том, что ролик записался в правильном FPS и разрешении, нужно зайти в его свойства. Как можете наблюдать, все отлично. 120 FPS и 1920 на 816. Не забывайте, что стороны разрешения должны делиться на 2, иначе у вас могут быть проблемы при импорте таких файлов. Об этом я уже упоминал, когда мы выбирали разрешение в параметрах запуска Chloe. Небольшое но. Записанные видео не будут работать в Vegas ниже 15 версии. Для 13 и 14 Vegas вам нужно использовать другие FFmpeg пресеты. Если вы обладатель 13 или 14 версии, то зайдите в Core Config и у слоев, которые вы используете, вместо Good поставьте Good 13, а у Depth мапы Lossless 13. Сохраните конфиг, активируйте его в игре, прописав FE, подключите нужные слои и точно так же начинайте запись. Если вы сделали все правильно, то у ваших видео будет пометка Good 13 и на Depth Lossless 13. И еще одна неприятная штука, с которой вы можете столкнуться, это лампы, просвечивающиеся сквозь стенки. Чтобы от этого избавиться, вы обязаны рекордить normal слой, то есть один normal, либо один abnormal. Показываю, как правильно импортить слои в After Effects. Закидываем их в проект, обязательно снимаем с них выделение, снова их выделяем и перетаскиваем в новую композицию. Вот сюда. Здесь выбираем Single Composition, чтобы они закинулись в одну композицию. Как можете видеть, из-за того, что я пронумеровал слои, они автоматически выстроились в правильном порядке. ViewModel сверху, World слой снизу. Очень удобно. Учить вас монтажу в After Effects я не буду. Это не является целью данного туториала. А теперь импортим Vegas. Перекидываем слои сначала в проект, в это окошко. И уже только потом, удерживая правую кнопку мыши, перекидываем их на таймлайн. И выбираем Add as Takes. Все наши слои упаковались в одну дорожку. Чтобы между ними переключаться, жмите T. Если хотите переключить слои сразу на нескольких дорожках, то жмем 2 раза D, чтобы выбрать инструмент выделения, выделяем их и точно так же жмем T. Все, можете выбирать Normal слой и начинать делать вело. Данный способ с тейками отлично подходит лишь для тех, кто собирается импортить эти слои в After Effects. Если же вы безумец, который хочет делать все в Vegas, то при перетаскивании слоев из проекта нужно нажать не Add as Takes, а Add Across Time. Тогда слои выстроятся в столбик. В этом случае вам придется делать вело для каждой дорожки по отдельности. Это та еще морока. К счастью, в 19 Vegas добавили функцию прекомпоза. Она вам немного облегчит жизнь. Но даже так, для эффектов я вам все равно советую использовать After Effects. В нем их делать в разы удобнее. Если у вас Vegas ниже 19 версии, то у вас будет тусклая картинка. Чтобы это исправить, в настройках проекта нужно выставить 32 бита и отключить Transform. Если же у вас, как и у меня, 19 Vegas, то ставим 8 бит Full Range и у нас будут нормальные цвета.
А еще, если вы записывали пресетами для 13 и 14 Вегаса, у вас будет зеленая Depth мапа. Просто выкрутите ей насыщенность на 0. Можно рекордить не только слои, но и звук. Давайте ресетнем конфиг, зайдем в Streams и в самом конце найдем аудио. Пишем это слово в консоль, вылезет мини-менюшка. Чтобы рекордить звук игры, нужно прописать Game SFX и обязательно выставить Volume 1, иначе на записи звук будет очень тихим, или его вовсе не будет. Чтобы не оглохнуть, сразу переходим в микшер и ставим громкость CSGO на 0 или единичку. Также мы можем записывать голоса людей в отдельные звуковые дорожки. Для этого нужно прописать Voice и обязательно Voice Enable 1 с Voice Scale 1, иначе звука не будет. Разумеется, что мы хотим избавиться от этих голосов на дорожке со звуком игры, поэтому прописываем SND Set Mixer VoIP Vol 0. Так мы замьютим голоса в игре, но при этом Хлое все равно сможет их записывать. Ну и вместе с аудио также подключим Normal слой. Начинаем запись. Готово. Проверяем, что получилось. Для нашей записи создалась точно такая же папка Take, но уже с другой цифрой. И в ней как раз находится Normal слой и наше аудио. Как слышите, оно работает. Ну а аудио с голосами у нас нет, так как во время момента, который мы записывали, все молчали. Если бы люди болтали, то аудио бы здесь обязательно появилось. Причем для каждого человека создалась бы отдельная дорожка со звуком. А можно ли записывать только звуки оружия или шагов? Да. Чтобы записывать only звуки оружия, пропишите weapons only. А чтобы шагов, steps only. Но учтите, что это лишь фильтры для звуков игры. Вы не сможете одновременно рекордить в разные дорожки, и оружие, и шаги, и все остальные звуки. Выбирайте что-то одно. Я выбираю Steps Only и начинаю запись. Вот результат. Слышны только шаги. Если вы хотите снова записать все звуки игры, то вам нужно будет сбросить фильтры, прописав SND фильтр и 2 кавычки. Само собой, имея всего одну дорожку со звуком, вы не сможете сделать крутой эдит. Для качественного SFX вам нужно накладывать все звуки по отдельности. То есть, когда одна дорожка — это один конкретный звук. Примерно вот так выглядит проект у каждого уважающего себя эдитора. Чтобы научиться делать кастомный SFX, советую посмотреть туториал Ланера. Он подробно объяснил всю нужную базу. Но не показал одну очень полезную фишку, поэтому ее вам покажу я. По умолчанию, если мы растянем звук, удерживая Ctrl, он будет звучать просто ужасно. Из-за чего нам постоянно нужно будет заходить в свойства аудио и ставить галочку напротив Lock to Stretch, чтобы звук был плавным. Согласитесь, каждый раз заходить в свойства аудио — это гемор. Поэтому открываем настройки Вегаса, кликаем на вкладку Editing, снимаем галочку со второй строчки, где написано Preserve Pitch, и жмем «Применить». Теперь, если мы добавим звук и растянем его, удерживая Ctrl, на него автоматически применится эффект Pitch. Вот так всего в пару кликов мы избавились от рабского труда. Что ж, давайте научимся управлять камерой. Чтобы войти в режим камеры, нужно нажать F. Если вы спектейтили за игроком от первого лица, то у вас появятся летающие руки. Чтобы это исправить, нужно нажать на пробел, ну или любую другую клавишу, на которую у вас забинжен прыжок. Для полета по карте используйте WASD. Регулировать высоту можно с помощью клавиш F и R, и повороты камеры с помощью X и Z. Помимо этого можно изменять FOV с помощью клавиш Page Up, Page Down, а также изменять скорость полета. Для увеличения скорости нужно нажать комбинацию клавиш Shift и плюс, либо просто плюс, зависит от клавиатуры. Для замедления же нужно нажать минус. Еще одна полезная клавиша Home. Она сбрасывает углы поворота, FOV и скорость камеры. Чтобы посмотреть остальные бинды, пропишите Controls. Управлять камерой можно еще и с нампада, и даже командами. К примеру, FOV можно изменить с помощью команды mirv input FOV и значения.
Давайте поставим 50. Все отлично работает. Теперь ресетнем его, прописав mirv input fov 90. Ну и наконец, чтобы выйти из камеры, нужно нажать Escape. Если вам не нравятся кнопки управления камерой, то придется полюбить, потому что перебиндить их нельзя. Снова зайдем во фрикамеру с помощью клавиши F и попробуем записать пролетку. Выбираем красивый угол, жмем G, и у нас появляется точка. Таких точек в сумме должно быть не менее 4 штук, чтобы образовалась кривая, по которой потом полетит камера. Немного отматываем демку вперед, меняем угол и ставим еще одну точку. И так еще 2 раза. Прошу заметить, что отматывать нужно примерно на одинаковые отрезки времени, иначе ваша кривая сломается. Если ваша камера стала черной, значит она улетела в космос. Нажмите Escape, чтобы из нее выйти, и снова в нее зайдите, нажав F. Почему это случается и как это предотвратить? Это происходит из-за того, что на разной скорости воспроизведения демки у клавиатуры и мышки разная чувствительность. Поэтому надо сначала аккуратно начать удерживать кнопку и только потом уже начинать двигаться, либо вообще не двигаться. Вот и наша кривая. Если она у вас сломалась, то не беда. Я покажу, как это пофиксить попозже. А пока давайте проверим, как она работает. Для начала нажмем P или пропишем PR, сокращение от слова print, чтобы узнать информацию о точках. И перейдем на тик первой точки, ведь именно с нее начинается наша кривая. Я сделаю это с помощью команды demo go-to. Обязательно выходим из режима фрикамеры, нажав Escape, иначе кривая работать не будет. Как видите, наша камера автоматически переместилась в начало кривой. И если мы начнем воспроизводить демку, то заметим, что она движется ровно по той траектории, которую мы создали. После достижения конца кривой, камера вернется в свое исходное положение. Запоминаем 2 новых бинда. Клавиша H скрывает и показывает кривую. Еще неплохо было бы знать, что иностранцы эту кривую называют cam path, что буквально переводится как путь камеры. Клавиша C включает-выключает активацию кривой. Как это понимать? Если мы отключим эту функцию, то наша камера будет игнорировать существование кривой и не будет телепортироваться на ее место. Если же включить, то камера наоборот будет телепортироваться к ней. Давайте посмотрим на работу кривой со стороны. Для этого заходим во фрикамеру, нажав F, и отматываем время назад с помощью клавиши Q или любым другим способом. Наблюдаем. На данный момент кривая красная. Значит, до ее активации должно пройти еще много времени. Мотаем демку. Кривая потихоньку начинает превращаться в зеленый. Значит, мы уже совсем близко. Как наступает самый зеленый момент, на кривой появляется та самая камера, которая двигается по этой кривой. На данный момент она горит розовым, значит она активна. Если хотите ее отключить, то, как я уже и говорил, нужно нажать C. Тогда она станет серой. Обратно включаем, и она снова становится розовой. С помощью H мы можем изменять видимость кривой. Видно, не видно. Видно? Когда камера проходит полный путь, она пропадает, и кривая снова начинает краснеть. Наконец-то можно приступать к записи сайна. Пишем PR, чтобы узнать тик первой точки, и перемещаемся к нему, используя команду demo go-to. Выходим из фрикамеры, нажав на Escape, подключаем нужные слои, пусть это будет один normal, и начинаем запись одним из биндов. Я хочу записывать в 300 fps, поэтому жму F6. После начала записи кривая автоматически скроется, так что вам не надо волноваться насчет этого. Кривая закончилась, жмем F1, чтобы остановить запись. Вот и наш сайн. Да-да, очень интересно. А как пофиксить сломанную кривую? Как редактировать поинты? Начнем с базы. Чтобы отредактировать какой-то конкретный поинт, нужно его выделить. Для этого смотрим на номер точки и жмем соответствующую цифру на клавиатуре. По изменившемуся цвету легко понять, что точка выделена. Теперь с ней можно делать все, что угодно. Смещать по времени, изменять position, углы, фов и, конечно же, удалять.
На данный момент мы хотим всего лишь пофиксить кривую, так что нам скорее всего нужно будет лишь сместить какую-то точку по времени. Жмем P или пишем PR, чтобы узнать информацию о точках. И внимательно смотрим на расстояние между ними. Как я уже говорил, чтобы кривая была плавная, расстояние между тиками должно быть примерно одинаковым. Своими мозгами нужно проанализировать эти цифры и понять, какая из точек смещена не очень пропорционально. В моем случае явно видно, что расстояние между тиками точек 1 и 2 слишком мало, так что надо выделить точку 2 и сместить ее по времени немного вперед. Примерно вычисляем среднее значение между соседними точками и решаем перейти на 80 тиков вперед. А если точнее, то на тик 216 950. Я сделаю это с помощью команды demo go-to. Применяем команду, выбираем нужную точку и жмем Enter. Благодаря бинду на Enter, тик нашей точки сместился на тик, на котором мы сейчас находимся. Если вы сделали все правильно, то кривая должна исправиться. Если же этого не произошло, то, возможно, вы выбрали неправильный тик, либо это была не единственная точка, которая нуждается в смещении по времени. Я не туда поставил точку, что делать? Как же изменить ее местоположение, углы поворота и FOV? Проще некуда. Выделяем нужную точку, выставляем нужный ракурс и жмем правый Shift. Так Position, Rotation и FOV нашей точки поменяются на текущие. Если же вы хотите изменить что-то конкретное, то вам помогут эти команды. Pos, которая изменяет только Position, Eng, изменяющая углы поворота, и FOV, изменяющая FOV. Ну и наконец, как же удалить точку? Выделяем ее и просто жмем кнопку Delete, либо пишем в консоли Delete. Если хотите удалить всю кривую, то просто поспамьте Delete. Здесь надо учитывать еще одну особенность кривой. Если ни одна точка не выделена, значит они выделены все. Поэтому, если мы нажмем Delete, когда ни одна точка не выделена, то они все удалятся. Кстати, снять выделение с точки можно нажатием правой квадратной скобки. Заучиваем два новых понятия – Ragdoll и Dead Sign. Ragdoll – это анимация смерти персонажа, и Dead Sign – это sign, на котором эта смерть записана. Так вот, делать Dead Sign очень мучительно, так как рэгдоллы всегда разные. Но если постоянно отматывать на одно и то же время и начинать запись с одним и тем же FPS, то есть шанс, что рэгдолл повторится. Тут уж как повезет. Отдохнем пока от этой камеры. Давайте поизучаем повку. Пишем pov, чтобы посмотреть на доступные команды. Команда Red. Она подсвечивает киллфит игрока, за которым вы сейчас наблюдаете, и блокирует киллы других игроков. То есть вам надо просто выбрать нужного игрока и прописать Red. Если ваш киллфит показывает, что вас будто бы убили, то пропишите Red еще раз. Для сброса настроек пропишите Reset KF. С помощью Mirror FOV можно поменять FOV. К примеру, давайте поставим 100. Камера отдалилась. Чтобы его полностью сбросить, пропишите Mirror FOV Default. Это обязательно нужно сделать после того, как вы закончили рекордить повку. Иначе на вашей кривой пропадет анимация FOV. Если вы его анимировали, конечно. Время настройки HUD. С помощью этих трех альясов вы можете переключать его режим. HUD 0 выключает HUD. HUD 1 включает его. И HUD 2 оставляет только killfit и прицел. Причем прицел нужно будет включить отдельно, с помощью команды Crosshair 1. И с помощью слэша можно переключать видимость списка игроков. Я уверен, что найдутся люди, которым не понравится мой ViewModel и HUD, поэтому давайте покажу, как это все отредактировать. Для этого нужно перейти в Editing KFG, пролистать середину и найти две категории – ViewModel и HUD. В них и хранятся все настройки. К примеру, команды из данной строчки отвечают за положение ViewModel, а вот это за размер HUD. После изменений не забудьте сохранить конфиг и активировать его в игре, прописав FE. Еще одна функция – подсветка игроков и оружий. У нее аж 4 режима. Подсвечивать игроков, подсвечивать оружие, подсвечивать все, ничего не подсвечивать.
На подходе у нас очень интересная функция – смена никнеймов. Она выглядит вот так. Mirv replace name, user ID, name. То есть нам всего лишь нужно узнать user ID игрока, и тогда мы сможем выставить ему любое имя. Чтобы узнать user ID игроков, нужно прописать лист. Либо, если вы хотите узнать только user ID игрока, за которым наблюдаете, надо прописать C. В моем случае user ID равен 130, поэтому я пишу mirv replace name 130 и новое имя, например, Рикки. Проверяем. Все прекрасно работает. Если хотите сбросить изменения никнеймов, пропишите mirv replace name filter clear. Финальная must-have штука для любого нарезчика – реалистичный HUD. Чтобы его активировать, нужно переключиться на нужного игрока, прописать C, запомнить его индекс, это цифра слева, и прописать mirv, pov и индекс, в моем случае 8. Смотрите, не перепутайте, надо писать pov, а не fov. После активации этой команды необходимо перезапустить демку. Жмем Shift F2, Stop и Play. Заново активируем конфиг, прописав FE, и радуемся крутому худу. Чтобы выйти из этого режима, пропишите mirv pov 0 и снова перезапустите демку. Я знаю, что все любят привносить новые краски в игру, поэтому давайте научимся менять небо. Для начала пропишем Sky, чтобы включить конфиг для неба. Это обязательно нужно сделать, потому что он отключает 3D небо, которое перекрывает кастомный Skybox. Далее нам нужно выбрать красивое небо. Посмотреть список возможных скайбоксов вы можете по этой ссылке. Как выбрали, копируем его название и в консоли пишем sv skyname и название вашего скайбокса. Успех! Это были лишь официальные скайбоксы от Valve. Если вы хотите еще больше скайбоксов, то можете скачать мой пак по этой ссылке. Все эти скайбоксы я взял с Game Banana. После скачивания переходим в папку Chlaye, Resources, AFX Hook Source, Assets, CSGO, Materials и извлекаем сюда папку Skybox. Перезаходим в игру, заходим на демку, прописываем основной конфиг FE и, наконец, Sky. Теперь вы можете использовать небеса, которые указаны в конфиге. Например, я хочу себе космическое небо. Для этого пишу sv skyname и копирую любое название из категории Space. Пусть это будет Space 18. И вот, красивое синее космическое небо тут как тут. Остальные небеса я не буду вам спойлерить, посмотрите сами. Кстати, если вы хотите записать небо на отдельном слое, то пропишите 5 Skybox. Вот так он будет выглядеть. Только небо, ничего лишнего. Если же вам нужна лишь маска неба, то у меня есть для вас мини-лайфхак. Для этого рекаем Normal слой и Depth мапу. Рекаем. Импортим в After Effects. После чего на Depth мапу добавляем Levels и смещаем левый ползунок почти до самого конца вправо так, чтобы небо было полностью белым, а все остальное черным. И, как вы уже догадались, нам осталось продублировать Normal слой, переместить его под Depth мапу и выбрать в нем трек Matte Luma, чтобы он использовал Depth мапу как маску. Замаскированное небо готово. Теперь мы можем добавить эту Depth мапу с Normal слоем в Pre-Compose и уже на него накинуть, к примеру, Deep Glow. Хочу показать вам еще одну интересную штуку. С помощью вот этих трех пресетов вы можете смещать тени. Day — это дефолтное освещение, Dawn — не дефолтное, и Night — ночное. Но это лишь пресеты. Давайте подробнее изучим команды, которые за все это отвечают, чтобы сделать кое-что интересное. Прописываем Animate, чтобы вывести всю нужную информацию на экран. Первая команда — это KL KSM Rod Override 1. Она лишь дает доступ к смещению теней.
А вот остальные три команды KL, KSM, ROT, X, Y и Z уже позволяют нам их сдвигать по разным осям. Например, я хочу, чтобы относительно оси X тени были повернуты на 90 градусов. Для этого я пишу KL, KSM, ROT, X 90. И так можно делать с каждой осью. Но согласитесь, это как-то скучно. Поэтому сейчас я вас научу эти тени анимировать. То есть мы попробуем сымитировать восход или заход солнца. Чтобы это сделать, нам просто-напросто нужно заанимировать значение одной из команд, отвечающих за смещение теней. В этом нам поможет конфиг animate. А если точнее, то вот эта длиннющая команда. Она выглядит страшно, но не бойтесь, ее легко понять. Start tick и end tick — это начальный и конечный тик, то есть область активации данной команды. Если вы разбираетесь в After Effects, то считайте, что это длина adjustment layer. Value 1 и tick 1 — это первый ключ анимации, keyframe, где value — это значение команды, которую мы анимируем, а tick 1 — это тик, с которого начинается анимация. Value 2 и tick 2 — это уже второй ключ анимации. Таких кейфреймов может быть любое количество. И, наконец, command. Это команда, значение которой мы хотим проанимировать. Уверен, что вы ничего не поняли, но не беда, сейчас рассмотрим на примере. Для начала нужно определиться, на каком промежутке времени вы хотите проанимировать тени. Лично я хочу проанимировать их от начала до конца момента. Поэтому запоминаю тик, на котором момент начинается, и тик, на котором он заканчивается. В принципе все, можно начинать создавать анимацию. Вставляем команду и начинаем потихоньку изменять значение. Вместо start tick вписываем тик, на котором начинается наш момент. Вместо end tick вписываем тик, на котором он заканчивается. Теперь вместо command вставляем команду, которую хотим проанимировать. У меня это KL, KSM, ROT, X, то есть смещение теней относительно оси X. Осталось лишь изменить кейфреймы. На месте tick 1 пишем тик, на котором хотим начать анимацию, а на месте value 1 пишем начальное значение нашей команды. Пусть это будет 0 градусов. То же самое делаем со вторым ключом. Вместо tick 2 пишем тик, на котором хотим закончить анимацию, и вместо value 2 пишем конечное значение нашей команды. Я поставлю 180 градусов. И не забываем стереть три точки tick n и value n, если не собираетесь ставить дополнительные ключи анимации. Вставляем эту команду в консоль и активируем. Также не забываем прописать KL, KSM, ROT, Override 1, чтобы разрешить смещение теней. Перемещаемся в начало момента и смотрим на результат. Вот такая классная анимация у нас получилась. Если у вас ничего не вышло, то скорее всего вы прописали какие-то посторонние символы или наставили лишних пробелов. Давайте попробуем снова, но сначала очистим все анимации с помощью команды mirv cmd clear. Сейчас создадим анимацию на примере уже готовой команды, которую я оставил в этом конфиге. Копируем ее и снова начинаем редактировать. Вместо 300 ставим тик, на котором начинается момент, а вместо 2000 тик, на котором он заканчивается. Вместо 100 снова ставим тик, на котором начинается момент. И вместо 2000 тик, на котором он заканчивается. Теперь у вас точно должно все сработать, если вы не перепутали тики, конечно. Вставляем команду и не забываем прописать KL, KSM, ROT, Override 1, чтобы разрешить смещение теней. И все точно так же прекрасно работает. С помощью этой длинной команды можно проанимировать не только тени, но и, к примеру, FOV с ViewModel. Да и вообще любую другую команду с одной переменной. Меняю команду на mirror FOV и изменяю значение у первого кейфрейма на 50, у второго на 150. Теперь у нас уже две анимации. Посмотреть их можно, прописав mirv cmd print. Если хотите их удалить, пропишите mirv cmd clear. Либо просто напишите fer. Тогда абсолютно все конфиги сбросятся. fer значит Funny Editing Reset.
Думаю, не лишним будет рассказать о вкладке Debug. Начнем с команды dev. Она выводит консоль на экран. Такая консоль называется консолью разработчика. Чтобы ее включить, нужно прописать dev1. Чтобы выключить, dev0. Данная консоль не отображается на слоях, так что не волнуйтесь. Events. Данная команда показывает номера тиков, на которых произошло что-то интересное. Например, убийство или дроп бомбы. Ну и NetGraph — это статистика, которая находится внизу справа. NetGraph, как и консоль разработчика, на слоях не отображается. Пришло время для продвинутого управления камерой. Начнем с конфига Calyx. С помощью него вы сможете прикрепить камеру к объекту, а если точнее, то к оружию или голове. Другими словами, это стабилизатор для камеры. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Прописываем Calyx, и наша камера замрет на месте, и мы никак не сможем сдвинуться с места. Если у вас очень сильно вертится экран, значит вы во фрикамере. Просто нажмите Escape. Для начала нам нужно переключиться на нужного игрока. Это можно сделать с помощью команды mirv calyx handle edit magic key и ID. Этот ID написан на аватарках игроков. Если у вас нет этих аватарок, то вам придется вручную перебрать все ID от 1 до 20. У меня, к счастью, присутствуют аватарки с цифрами. ID моего игрока равен 8. Поэтому я пишу mirv calyx handle edit magic key 8. Если у вас летающие руки, то нажмите пробел или любую другую кнопку, которая отвечает за прыжок. И вот камера прикрепилась к оружию нашего игрока. Я создал для вас 4 пресета. Первый пресет применяется по дефолту. Это стабилизатор для мелких оружий по типу пистолета. Второй — Rifle, уже для длинных оружий, всякие там калаши, фамасы и прочее. GTA 1 — это вид от третьего лица. Здесь уже включается стабилизатор для головы, а не оружия. И GTA 2 — это еще один вид от третьего лица. Понятно, что готовые пресеты мало кому подойдут, поэтому учимся делать свои собственные. Чтобы это сделать, нужно выбрать любой понравившийся пресет и отредактировать секретную команду, отвечающую за смещение камеры. Она написана в скобочках. Это mirv cam offset. В ней первые 3 цифры отвечают за смещение камеры по осям X, Y и Z, а последние 3 за углы поворота относительно осей X, Y и Z. К примеру, меняем первую цифру на минус 30, и наша камера смещается вперед. Изменяем четвертую цифру на минус 50, и наша камера наклоняется. Помимо этого, вы также можете изменять FOV с помощью команды mirv FOV. По дефолту его значение равно 90. Поэтому давайте поставим 120. И вот камера отдалилась. После того, как подобрали нужный ракурс, пресет нужно будет сохранить. Для этого заходим в Calyx KFG, из категории Shortcuts скопируем пресет, который вы начинали редактировать в игре, и вставляем его в новую строчку. Далее меняем ему название, например, на пресет 5. И у команд mirv cam offset и mirv fov меняем цифры на те, которые у вас получились. Для красоты добавим этот пресет в информацию. Рядом с GTA 2 создаем новую строчку и пишем эхо, пробел, кавычки, название пресета, его краткое описание и снова кавычки. Если что, команда эхо выводит текст, написанный в пределах кавычек, на экран. Все, сохраняем конфиг и снова пишем консоль Calyx. Как видите, в списке появился ваш пресет. Давайте его затестим. Прописываем пресет 5. И вуаля, все работает. Чтобы выйти из режима Calyx, нужно прописать Calyx 0, либо полностью сбросить настройки конфига с помощью FER. Давайте я вам покажу, как замкнуть кривую, то есть сделать так, чтобы координаты первой и последней точки совпадали, благодаря чему в программе для монтажа можно будет сделать бесконечную плавную анимацию. Начнем же. Ставим точку, немного мотаем. Кстати, я буду делать это с помощью новой команды. Пишу demo goto, число тиков, пусть будет 50, и в конце обязательно добавляю слово relative, чтобы меня перебросило не на 50-й тик, а на 50 тиков вперед. Ставлю вторую точку, снова мотаю на 50 тиков.
Ставлю третью и четвертую точку, и наконец пришло время ставить финальную пятую точку. Но как же нам ее идеально поставить на место первой точки? Да, вы угадали, мы будем использовать команду mirv_input. Сначала нам нужно узнать координаты первой точки. Узнать мы их можем, нажав P или прописав pr в консоль. Вот и они. Сначала здесь идут координаты смещения, потом значение фова и, наконец, значение углов. Изменяем все по очереди. Сначала position. Для этого пишем mirv_input_position и вставляем первые три цифры. Но здесь осторожно, вместо запятых нужно поставить пробелы, иначе ничего работать не будет. Позиция выставлена. Далее идет fov. Пишем mirv_input_fov, копируем вот это значение между скобками и вставляем. И, наконец, углы. Пишем mirv_input_angles, копируем последние три цифры, обязательно заменяем запятые на пробелы и применяем. Теперь мы находимся идеально в том же положении, что и первая точка. Осталось снова отмотать на 50 тиков вперед и поставить точку. Готово. Наша кривая замкнулась. Вот такой результат у меня получился в After Effects. Теперь разберем функции, которые я перенес во вкладку Advanced. Начнем с режима камеры. По дефолту стоит кубик. В таком режиме для создания кривой вам нужно поставить 4 точки. А еще существует режим Linear. С ним уже будет создаваться не кривая, а прямая или прямые. И для создания одной из них достаточно 2 точек. Это очень удобно, если вам нужно записать движение по прямой. Чтобы активировать этот режим, нужно прописать Linear. Вот я ставлю 2 точки, и у нас образуется прямая. Все отлично работает. Раз мы затронули прямые линии, значит пришло время показать бинды, о которых я вам еще не рассказывал. Чтобы их посмотреть, пропишите Controls. Они находятся в самом низу. С помощью этих кнопок можно выровнять углы поворота камеры. I, J, K, L поворачивают камеру вперед, влево, назад или вправо относительно мировых осей. Кнопки U, O поворачивают камеру вверх, вниз. И клавиша Y выравнивает камеру на уровне головы. Благодаря такому функционалу вы легко сможете записать самый прямой сайн в игре. Если хотите все сбросить, то пропишите кубик, чтобы вернуть дефолтный режим камеры. Либо FER, чтобы полностью сбросить все настройки конфига. Не поверите, но кривую можно сохранить и перенести в другую демку. Для этого пропишите mirv, campath, save и любое название. У меня это будет Spiral. Данная кривая сохранилась в папку с игрой, вот по этому пути. Как можете видеть, в этом файле хранится информация о точках. После этого можете спокойно заходить на другую демку. Зайду-ка я на демку с миражом. Чтобы загрузить недавно сохраненную кривую, нужно прописать mirv, campath, load и название, которое вы дали той кривой. Я называл ее Spiral. Кривую-то мы загрузили, но сейчас она находится очень далеко, ведь мы ее записывали совершенно на другой карте. Чтобы передвинуть всю кривую, нужно прописать move. Вот и наша кривая. Если вам не нравится, как она переместилась, то можете забиндить alias move, к примеру, на левую квадратную скобку, и уже быстренько подобрать правильный ракурс. Помимо этого, кривую еще нужно будет сместить по времени на нужный нам тик. Для этого жмем правую квадратную скобку, чтобы убрать выделение с точек, а затем Enter, чтобы сместить кривую к нужному тику. Если вам кажется, что кривая слишком короткая, то вы можете ее пропорционально растянуть. Для этого нажмите правую квадратную скобку, чтобы снять выделение, и пропишите команду mirv, campath, edit, duration и длительность кривой в секундах. Я поставлю 2. И вот наша кривая стала длиннее. Убедиться в этом можно, прописав pr. Время между первой и последней точкой ровно 2 секунды. Замечательно. Еще хочу вам рассказать о 2 последних слоях. Слой с камерой поможет вам сделать идеальный трекинг. Туториал по нему я уже записывал на своем канале. Советую посмотреть. И немного про AGR. Эта штука экспортит анимации игры, которые нужны для 3D-эдитинга.
Если вас это заинтересовало, то советую посмотреть туториал от Nginx. Только имейте в виду, что мой agr-конфиг — это видоизмененная версия его конфига. И если вы не хотите проблем, то нужно юзать именно мою версию. Давайте я вас научу им пользоваться. Для начала прописываем agr, чтобы включить запись анимаций и активировать окошко с подсказками. Далее вам нужно выбрать игрока, чью попку вы хотите записать. Как выбрали, прописываем C. Запоминаем его индекс, это левая цифра, и прописываем agr, pov и индекс, чтобы сказать игре, viewModel и камеру какого игрока нужно записывать. После нужно перейти во FreeCamera и покликать пробел так, чтобы пофиксились летающие руки и пропала панелька с информацией об игроке. Все, начинаем запись в 30 FPS, нажав на F4. Как момент проигрался, заканчиваем ее, нажав F1. Вот и наш AGR файл. Вот она, AGR анимация. Чтобы отключить запись анимаций, пропишите AGR еще раз. Все настройки AGR конфига хранятся в файле agr.kfg. Теперь можете идти смотреть туториал от Nginx. Он вам все покажет. На этом все. Я показал вам всю нужную базу, которой вам вполне хватит, чтобы записать практически любой момент. В следующих уроках я буду разбирать FFmpeg, Reshade, всякие интересные слои и разную кастомизацию по типу скинченджера, замены моделек и прочее. Если остались какие-то вопросы, то пишите мне в личку в Дискорде, я вам помогу. Еще увидимся!